Как у вас начался путь в стоматологию? Как из акушерства? Вы вдруг? Вот, представляете? Но когда у нас началась практика, вот там я сказала, да, это мое. Было ли страшно вам начинать все заново здесь, в медицине? Страшно было. Мы должны быть профессионалами в своем деле. Если мы не знаем и не умеем, то лучше отдать коллеге, да? Мы должны всегда повышать свою квалификацию. Но порядочность и ответственность, она должна быть всегда с нами. Вот прием детский без седации. Детишек мы пытаемся отвлечь мультиками, говорить, выдумать что-то. Ну вот у меня у самой, да, 2 детей, которые уже выросли. Одному 22, другому 19. Мне больше всего нравится удаление 8 зубов мудрости. Когда некоторые врачи не берутся или говорят, это там где-то можно задеть соседний зуб. Нет. Всегда есть возможность провести операцию подольше, но не задеть соседний зуб и удалить зуб мудрости очень аккуратно. Отсутствие одного зуба уже влияет на формирование пищевого комка. Все взаимосвязано в нашем организме. На долголетие, конечно, влияет. Слушайте, и на внешний вид. То, что сейчас все рассказала я, да, про плазму, про мою работу, про все. На самом деле, когда люди перестанут гордиться, сказать спасибо тебе, Господи, за то, что дал талант, возможность встать с утра, оплатить счета, что я здоров. Спасибо просто за хороший день. Как ваше утро сегодня было? Ой, да все хорошо. Подумала по поводу ваших вопросов. Какой запоминающийся у меня случай, интересно, по поводу вот моей практики. Ну, наверное, когда ко мне пришел сейчас пациент, которому я лечила зубы, сейчас скажу, ну, наверное, 27-28 лет назад. Да. И тогда я поставила 12 пломб, 12, даже не помню там материал какой, и они все стоят. То есть кариеса нет. Они стерлись, конечно, то есть за такое количество времени, но они стерлись, но они стоят. Вот это вот приятно видеть результат своей работы. То есть что у нас близко как бы к мозгу, то есть все это достаточно чувствительно. Тем более зубы очень хорошо иннервируются, и это действительно болезненно и неприятно. Просто люди боятся, наверное, был негативный опыт раньше, да? То есть как-то грубо обращались, может быть, плохо сделали анестезию, или просто болел зуб. Зубная боль, она очень сильная. Поэтому, естественно, люди боятся. Мы прикладываем все усилия, чтобы они нам доверяли и не боялись. А как вы понимаете, что пациент начал вам доверять? Я вижу, как человек, он расслабляется. То есть он доверяет, сначала приходит немножко напряженный, где-то нервничает. Я вижу, что потом человек уже, когда ему сделали анестезию и сделали безболезненно ее, именно анестезию, и уже не болит, он уже доверяет. Доверие еще, наверное, когда приходит по рекомендации. Когда пациент приходит по рекомендации от кого-то, там уже другой подход. Там люди уже идут, уже осознанно. То есть и по рекомендации, плюс видели отзывы, например, где-то. Я даже не знаю, где оставляют отзывы. Кто-то в Google смотрел, где-то еще. И приходят вот люди просто говорят, мне кто-то порекомендовал, и мне вот я пришел и соглашаются на более сложное лечение, например, там сложное удаление зуба мудрости, которое не каждому доверишь, да. Люди приходят, да, я доверяю, я пришел и хочу сделать. Расскажите, как вообще начался ваш путь в медицине? Я знаю, что вы начали как акушерка. Расскажите про это. Это интересная, да, история. Я закончила, это был 11 класс, и пошла поступать в университет. Надо было сдавать экзамены, и я не прошла по конкурсу.
Ну, как бы я так как-то даже не расстроилась и думаю, ну, ладно, что ж, я попробую там другой год, другое время. И с этими баллами меня взяли в медучилище без экзаменов, хотя экзамены уже прошли в медучилище. Они сказали: о, вы сдали, но по конкурсу не прошли, мы вас возьмем. Я до сих пор не забуду, как я пришла в медучилище, которое не так далеко от моего дома, там несколько станций метро. И там сидел наш преподавательница по анатомии и сам директор училища. И он так как-то на меня посмотрел и говорит: да, вот мы вас возьмем. И куда вы хотите? Потому что были разные. Медсестринское, было акушерское отделение, фельдшер-лаборант. И я говорю: я хочу акушерское. И они такие: ну, акушерское это уже уровень выше, чем медсестринское. Он говорит: ну, мы все равно вас возьмем. Конечно, для меня как-то было, мне хотелось в университет, я думаю, училище, как-то, знаете, как раньше, ПТУ такое, да, уровень и все. Но когда я начала учиться, самые мои лучшие друзья именно оттуда, подруги, потому что у нас как бы ребят не было, у нас только девочки учились. И мне кажется, лучшего коллектива я еще в жизни не встречала. 2,5 года, которые я отучилась в медучилище, они незабываемые. Естественно, я потом работала акушеркой в роддоме, и роды принимала, и капельницы ставила, и все, конечно, работа тяжелая достаточно, сутками, 24 часа, и на ногах, и все. То есть это можно было только, наверное, в 20 лет так работать, но от души, от души. Как у вас начался путь в стоматологию, как из акушерства вы вдруг... Вот, представляете, я поступила в университет с подготовительного отделения. Тогда в одном университете только было подготовительное отделение, то есть это в институте имени Семашко, да, 3-й мед московский. И я туда поступила, на подготовительное отделение. Училась я в вечернее отделение и работала. Тоже было все так как-то очень здорово, и вот это подготовительное отделение, и пошло, и у меня было такое желание учиться. И пришел выбор, куда я буду поступать, на лечебный факультет или на стоматологический. И тут уже у меня, конечно, мама немножко на меня надавила и говорит: Таня, ну ты всегда вот смотри, ты вяжешь, вышиваешь, ты посмотри, какая у тебя способность, ты будешь хорошим стоматологом. И я подумала: да, ну мне так нравится это акушерство. Она говорит: Таня, ну ты посмотри, ну тяжелая работа акушерства, очень тяжелая, сутками и все. И очень долго учиться, потому что у меня все-таки было 5 лет после школы, и я как бы старше всех, когда я поступила. И я думаю, да, и все-таки как-то она меня уговорила. И я поступила на стоматологический факультет. У меня была тоска по роддому, по больнице, где я работала. То есть я смотрела на стоматологов, и я думаю, нет, я бы, наверное, хотела просто вот в общую медицину. И когда я как-то это озвучила, это уже было начало 2-го курса, и у меня одна моя подруга сказала: Ань, ты знаешь, тут такой конкурс в стоматологию, если ты хочешь привестись, тебя вот в один момент переведут. Ты попробуй, поучись. И я думаю, действительно, что же, только вот 1-й год закончился, начало 2-го, и я уже говорю, что я недовольна. Но когда у нас началась практика, вот там я сказала: да, это мое. Вот. И когда у нас началась практика, и так как я уже была в теме, то есть я могла там сделать анестезию, и, естественно, вот эти азы там стоматологии, то есть уже знала. И я помню, я со 2-го или с 3-го курса уже начала всем лечить зубы своим коллегам. Приезжала ко мне моя подруга, которая вот работает в 1-м меде в Москве, да, на кафедре. И она мне как-то сказала: Аня, у меня до сих пор с университета сохранилась твоя пломба, которую ты мне ставила. А я говорю: да ладно, я тебе тоже зубы лечила. Она говорит: Аня, ну ты вообще-то многим лечила, но я не помню. То есть я одна из первых начала делать всем анестезию, вот, так как был уже опыт, да, за спиной. И я всем, в общем, лечила сестре, лечила маме, моим коллегам, и приезжала, вот как бы у нас был такой под конец дня как бы поликлиника такая для студентов.
Он был дежурный врач, вот он ходил, помогал, но студенты лечили как бы своих пациентов. И я после учебы еще ходила туда как бы лечить пациентов. Вот это вот мне нравилось. И, естественно, я после этого не пожалела. Начинать свой день. С чего? У вас будет первый пациент? Да, у меня будет сейчас первый пациент, будет ребенок маленький, почти 4 года, там 3 с чем-то. Детей я давно уже принимаю, так как когда я приехала в Португалию, тут детская стоматология была как бы не на высоком уровне, и мне пришлось учиться, и учиться пришлось в Москве. В принципе, не тяжело было, вот, так как у меня было в университетском курсе, но все равно дополнительно надо было закончить. И я вернулась сюда и уже принимала детей. Ну, у меня как бы прием детский без седации. Детишек мы пытаемся отвлечь мультиками, уговорить, выдумать что-то. Ну вот у меня у самой, да, 2 детей, которые уже выросли. Одному 22, другому 19. И я вот смотрела на них и думаю, если вот у них, им лечить зубы, я же мама, с мамой обычно, ну как свободно, да, ну, ты же мама, да, я думаю, как я ему буду лечить зубы, вот как. Поэтому подход я уже знаю, даже со своими ребятами я прошла, потому что это мальчики, то есть к ним надо было говорить, я не хочу, вот как вы скажете, что вы сделаете, если он скажет, а я не хочу я, вот. То есть надо было что-то выдумывать, да, то есть надо было какие-то истории выдумывать, чтобы он сам согласился, сказал, да, давайте, это мой зуб, и я хочу его полечить. То есть мы здесь выдумываем что-то, что ребенок согласился и сказал, да, действительно это так, то есть я иду на это, я могу потерпеть что-то там, какой-то дискомфорт, ну, не сильную боль, естественно, то есть это все под обезболиванием, но я готов, потому что мне надо это сделать. Да. Как вы вообще относитесь к своей работе, к стоматологии? Ответственно отношусь, и каждого пациента я принимаю, как можно сказать, близкого знакомого, потому что очень важно найти контакт с пациентом, да? Даже если человеку нужно какой-то, скажем так, решить вопрос, даже не по стоматологии, по другой области я могу посоветовать, да? То есть где я могу, естественно. Где-то я могу дать контакт кого-то, там, даже остеопата или кого-то, я, естественно, порекомендую. Если у родственников, да, какие-то ситуации, то есть вот они могут спросить, я тоже могу что-то посоветовать, да, или направить коллеге. Мне хотелось всегда создать такую уютную атмосферу в своей клинике, чтобы человек пришел и чувствовал себя здесь комфортно. То есть не то, чтобы пришел полечить только зуб, да, а получить просто и хорошее общение, консультацию, и ему бы захотелось тоже вернуться, даже просто на чистку. Было ли страшно вам начинать все заново здесь, в Португалии, в медицине особенно? Страшно было. Все другое, но на тот момент был уровень тут невысокий. Он поднялся буквально за несколько лет, он поднялся очень высоко. Мой младший сын учится в Лиссабонском университете на стоматолога. Вот, уже поколение растет. И уровень у них, конечно, сейчас и обучение, и все совсем другое. Но мы не будем исключать, это интернет, это соцсети, очень много новой информации. У нас только такого не было. То есть столько, у нас были учебники, были атласы, и я ему предложила как-то свой атлас, и он говорит, мама, это вообще что? Ты посмотри, у меня 3D на компьютере, там, как идут вены, артерии, там, мышцы, все 3D, и все крутится. И я говорю, окей, мой атлас уже не котируется. Но когда я приехала, конечно, уровень был не тот. И мне было не так тяжело влиться. То есть я
смогла найти и работу, и пациентов, и, ну, естественно, заработок. Мне интересно чуть-чуть поподробнее узнать у вас, что такое вот действительно хороший врач. Хороший врач. Ну, мы, конечно, говорили с вами про поводу порядочности, ответственности. Именно вот чувствует свою ответственность за человека, которого мы лечим, да. И несмотря ни на что. То есть, несмотря какой национальности, несмотря какое там вероисповедание, мы не можем на это смотреть. То есть мы берем человека, да. Мы несем за него ответственность. То есть когда берем его на лечение. Врач. Я говорю сейчас в общем, не только про врача-стоматолога, я говорю про общую, да, даже медицину. Мы должны быть профессионалами в своем деле. Если мы не знаем, не умеем, то лучше отдать коллеге, да. И другое, мы должны всегда повышать свою квалификацию. Но порядочность и ответственность, она должна быть всегда с нами. Sim, vou fechar. Eu preciso termofil, anestesia. Anestesia com cotonetes e... Уколы вы отлично делаете. Даже не стреляют. То есть они должны быть сужены, а здесь он широкий. Значит, он просто, ну, незрелый, скажем так. Да? Ну, вот каким-то образом вот так вот. Бывает такое, что травма, например, передние зубы. Раз ребенок упал, там, 6-7 лет, как раз передние зубы только прорезались, но корни незрелые. Вот он ударил, зона роста, все, она прекратила расти. Корня нету зуба. Он прорезался, он есть, но его надо депульпировать. Понимаете, нерв удалять, а здесь у вас и нерв живой. Вот. Что с ним делать? Ничего, беречь его, пусть так вот будет. Это внизу справа. А с какими проблемами чаще всего пациенты приходят? Больше всего это какие-то вот именно бывают такие фазы, какие-то периоды. Повторяющиеся случаи. Бывает один и тот же зуб, бывает один и тот же диагноз в одном и том же зубе. Прям повторяющиеся. Бывает такое, что, например, мы удалили зуб мудрости в этот день, и вдруг появляется пациент тоже на удалении того же самого зуба мудрости. И в основном проблема это плохая гигиена. Что вам больше нравится делать? Или у вас нет такого, что может Что мне больше всего нравится? Удаление восьмерок. Зубов мудрости, да. Почему? Наверное, не знаю, прям как-то мое. Я никогда не думала, но потом я начала, чем больше я работаю, я понимаю, что, наверное, удаление зубов мудрости. Когда некоторые врачи не берутся или говорят, это там где-то можно задеть соседний зуб. Нет, всегда есть возможность где-то подольше побыть с пациентом, да, провести операцию подольше, но не задеть соседний зуб и удалить зуб мудрости очень аккуратно. И поставить плазму, опять же, и избежать послеоперационных осложнений. Даже 2 зуба можно удалить вверх-вниз с одной стороны сразу. То есть у меня были такие случаи, пациентов посылали уже в госпиталь, удалить под общей анестезией. Они как бы, я последняя была инстанция, скажем, так, ну давайте посмотрите. Я говорю, ну давайте я вам удалю. В общем, удаление прошло, все хорошо. Что бы вы сказали пациенту, который боится и откладывает пойти к зубному? Знаете, это принятое решение. Надо принять решение, потому что это ваши зубы, правильно? То есть это ваше здоровье. То есть затягивать, ну, смысл, да? Ну, можно затянуть 1-2 дня, да? Но, а потом? То есть как бы надо решить вопрос, правда? Он же никуда не уйдет, только может усугубиться. По мне, вот я по жизни всегда тоже иногда откладывала некоторые вещи, но принимала решение, что мне это надо, и я иду. И когда мы принимаем решение, то уже обратного пути нет. То есть вот так и все.
Даже если мы на пути встречаем какие-то сложности, то это принятое решение, оно нас поддерживает. И нет, приняли решение, идти надо до конца, то есть все равно мы принимаем решение, как с зубами или вообще по жизни. Слушайте, важность зубов – это вообще, слушайте, пищеварение начинается с полости рта. Начинается пищеварение, мы пережевываем пищу. Почему мы должны хорошо пережевывать пищу? Отсутствие одного зуба уже влияет на формирование пищевого комка. Что уже говорить, если несколько зубов? Или занижение прикуса. Это влияет и на сустав, и на позвоночник, бывает и на колени, потому что у нас все взаимосвязано. Когда мы лечим пациента, мы отправляем иногда к остеопату. Правильно? Детей исправляем прикус, у них исправляется осанка. То есть все взаимосвязано в нашем организме. Остеопат мы работаем вместе. То есть и хороший остеопат, он иногда прям видит, что уже носили аппарат, что это по позвоночнику, все. То есть он уже видит. На долголетие, конечно, влияет. Слушайте, и на внешний вид. На внешний вид это влияет. Во-первых, это улыбка. Во-вторых, это поддержка нашей губы, даже вот верхней или нижней. Да? То есть, если не будет нормального наклона зубов, то есть губы, они будут проваливаться. Есть люди, приходят, хотим сделать губу, да, там, красивую, губы и все. Но иногда бывает, что надо исправить прикус. То есть у меня приходили пациентки и говорят, я хочу как бы откорректировать где-то асимметрию, да? Я говорю, ну у вас прикус неправильный. Я-то откорректирую, но прикус-то никуда не денется. Да, то есть первый раз человеку сказали, что прикус неправильный. Такое тоже было. И это влияет и на улыбку, и на внешность, и бывает занижение нижней трети лица, это заметно. Люди замечают на фотографиях, когда стираемость, да, идет зубов. Ну и пищеварение, я уже не говорю о общем. Зубы очень важная штука. Очень. Очень важная штука. Поэтому их надо беречь, и беречь их надо, за ними надо ухаживать, чистить, регулярно приходить к стоматологу на чистку, на обследование, на консультацию. Это лучше, чем сертификат. Если закрыла уже канал, и матрицу поставила, чтобы его сформировать. И вот он уже. Ладно. Ну, как бы видно разницу в цвете, но это Ну, со это стороны неба, да. Да. Вот оно. Я скажу, а там мы уже посмотрим, включить это все или нет. Смотрите, у меня жизнь моя разделилась до и после, да, то есть когда я пришла в церковь, покаялась. Жизнь поменялась вообще, то есть, ну, как бы мы познаем, как бы, Бога живого, да, и происходят вот чудеса и знамения. Вот как написано в Библии, чудеса и знамения. И они у меня происходили. И я сказала, вау. А мне сказали, Аня, это вообще нормально. Вот ненормально, если бы это не происходило. А все люди вот, да, в мире думают, что это нормально жить так, и вот мы молимся, просим, и это не происходит. Это ненормально. Нормально, когда мы помолились, попросили, и это происходит в свое время, естественно. Бывает быстро, бывает через месяц, бывает на следующий день. Правильно? И что хочу сказать. Кто нас поднимает и прославляет в глазах других людей, это только Господь. Без Него мы ничто. Я думаю, вы понимаете меня, да? Как Господь сказал Иисусу Навину, иди, а я прославлю тебя в глазах всего народа. И все узнают, как я был с Моисеем, я буду с тобой. Люди приходят
благодарят за наши какие-то способности, за наше какое-то правильное лечение, правильный диагноз. А на самом деле-то это не мы. Это Господь нам дает таланты. Вам дает этот талант. Понимаете, вам дал этот талант. Мне другие, и каждому свой. И Господь нам приводит людей, которым иногда надо не только зуб полечить, у них случайно где-то отломится зуб, а мы как бы посеяли Слово Божье, да, и это их поддержало. По любому слову посеяно, оно вырастет, как семя. Может быть, не сегодня, может быть, через год, а через 2. И человек вспомнит, вот у меня тогда было. Как Господь сказал, я тебе дал смерть, бери жизнь, благословение или проклятие. Так выбери жизнь. И многие не выбирают. Потому что написано, что многие так возлюбили тьму, что не видят. То есть это духовная слепота. А я по жизни ходила и думала, а вот что-то есть большее. Что-то есть большее. Встаешь с утра, а не хватает ведь чего-то. А чего? По плоти думаешь, там типа молока в холодильнике, купил ты. А что еще? То есть все равно духовная вот эта вот пища, она должна быть. То, что мы сейчас все рассказала я, да, про плазму, про мою работу, про все. На самом деле, если люди перестанут гордиться, гордыня – это грех сатаны, да? Он возгордился, что я как Бог, да, я самый красивый. Когда люди перестанут гордиться, сказать спасибо тебе, Господи, за то, что дал талант, возможность встать с утра, заработать деньги, оплатить счета, что я здоров. Многие люди болеют и потом говорят, вот мы такие, вот Бог такой сегодня. Нет. Спасибо просто за хороший день, правильно? За людей, которые Он нам дает рядом. Правильно? Он посылает просто людей, которых мы иногда просим надо, и Он дает. А иногда мы не просим, и Он дает, и мы просто благодарим, потому что этот человек пришел, как-то помог, просто с вами поговорил, и он просто в вашей жизни. Правильно? И все эти таланты Он мне дал. Поэтому я Ему благодарна за все это. И, наверное, потому Он мне дал, что я никогда не считала себя, наверное, какой-то, не гордилась, скажем так, что считала обычной, что, да, получилось здесь, и слава Богу. Да, то есть, есть люди лучше, ладно, я вот такая, то есть никогда знаете, это умильдат, смирение. Это смирение, понимаете? И смиренных Господь любит, то есть Он дает им. Он дает смиренным больше. И это вызывает у людей в мире зависть. Вот ты смиренный, обычный, а у тебя получилось, а тебе дали, а ты больше зарабатываешь. Вот сколько таких? Благодарность – это во всем, каждый день за все. Я про то и говорю. За то, что проснулись с хорошим настроением, за то, что хлеб на столе есть, за то, что здоровы. У многих людей этого нет. А есть люди, у которых много всего, очень много. А внутри пустота. Потому что это то, что здесь, это излишества, скажем так, да, они иногда портят. И люди чувствуют недостаток и начинают искать в чем-то другом какое-то удовлетворение. Есть дом, есть машина. И за это мы благодарны. И за то, что мы встали на работу, заработали финансы, оплатили счета, я уже повторяюсь, да. И результат нашей работы. Результат нашей работы. Это когда мы видим результат, тогда это вот это счастье. Некоторые говорят, где счастье? В этом счастье, понимаете? Именно любовь Божья внутри.
понимаете? Вот, вот в этом счастье. Вот. Ну и вернемся к благодарности, это каждый день, с утра и вечером, то, что просто живешь и с благодарностью. Вот это счастье. Вот оно. Иногда люди ищут. Все. Спасибо вам. Спасибо.